Я связался с разработчиками инди-игр, и они предоставили информацию о своем творении. Игры совершенно разные, как проработки качества, так и жанры, составом команд и бюджетов. Некоторые из них поделились цифрами о том, сколько вложили денег в разработку, а в конце вас ждет бонусный материал от разработчика. Это «Быть инди», спасибо за лайк и вашу поддержку. Приятного просмотра! Voxel Servo – карточная игра в воксельном сеттинге. Есть два режима игры – с соперниками, используя свою колоду карт, и режим истории, где каждой миссии даются карты именно для этой миссии. Игра простая и максимально быстрая. Любой человек с первого раза понимает правила. Однако, добиться мастерства уже сложнее. Еще сложнее прокачивать и получать новые карты, которые меняют исход сражения. Также в игре нужно прокачивать свой уровень. За переход на новый уровень игрок получает новые карты, а также кристаллы, которые необходимы для игры. Игру разрабатывает команда из 3 человек на протяжении 9 месяцев с помощью движка Construct 3. Игра является продолжением криптоигры, которая уже существует в интернете с 2018 года и позволяет покупать и продавать карты как NFT. Хотя данная игра не содержит NFT составляющей и имеет очень мягкую систему монетизации. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Изначально игра была рассчитана именно как игра с NFT, то есть нужно было покупать карты, нужно было тратить ресурсы на их прокачку. В общем, я выбрал для себя сеттинг с воксель-артом, использовал я для этого Blender, собирал игру саму уже в иллюстраторе и потом программировал, оживлял в Construct 3. Опять же, сам по себе движок Construct 3 не позволяет сделать каких-то там супер спецэффектов. Тем не менее, я выжил максимум из этого движка, добавил туда и 3D, и динамическое освещение, и много чего еще. Больше всего, конечно, в игре меня заняла разработка стратегии, баланса. Играя в другие карточные игры, я вот заметил, что они бывают очень сложными. То есть вот человек, который никогда в карточные игры не играл, и не играл именно в эту игру, ему бывает очень сложно игру понять, и часто очень новички просто первое время просто всегда проигрывают. И в своей игре старался это устранить, старался сделать игру попроще, попонятней, но, к сожалению, укатился в другую сторону. Стараясь сделать игру проще, я сделал ее слишком, наверное, примитивной, что ли. И в итоге пришлось искать шаги, способы, как ее усложнить, добавить глубины в нее. Но, тем не менее, я рад тому, что у меня получилось. Игра получилась интересная, приятная. И многие, кто в нее играл, они отмечают, что, в общем-то, она захватывает. Конечно, люди, которые не играли в карточные игры, не играли в игры подобного сеттинга, поклонники шутеров или футбола, им будет эта игра непонятна сначала, но если вы в нее все-таки поиграете, она вам начинает нравиться. Тем не менее, я планировал добавить в нее еще мультиплеер, то есть, чтобы можно было играть с другом, с другими игроками со всего мира. Она есть на Google Play и на сайте y8.com. Вы можете поиграть, поделиться со мной впечатлениями. Морганика – город в потустороннем мире, в котором обманом попавшие в него люди вынуждены убивать друг друга, чтобы останками своих соперников кормить демонов зла. Проект состоит из 2 самодостаточных частей. Первая – 6 выпусков однопользовательской компьютерной игры в жанре хоррор-адвенчура, объединенных общим сюжетом суть текущего проекта. Второе – мультиплеерный VR-город, возможное последующее развитие проекта. Над проектом трудится команда из 3 человек на протяжении 2 лет. Игра создавалась с помощью движка Unity, а бюджет игры на данный момент составляет $40 000. Одним из основателей, активным участником и автором названия проекта является Матвей Семенович Аничкин, известный советский и российский музыкант, композитор, режиссер и продюсер, основатель рок-группы «Круиз». Дальнейшие планы разработчиков – завершение работы над демо-версией для потенциальных издателей и инвесторов, по результатам найм персонала и работа над непосредственным созданием новых проектов. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Морганика – это хоррор-экшен-адвенчера. Если говорить о так называемых selling points, тех вещах, которые отличают любой проект от других ему подобных, то, на мой взгляд, у нас есть очень серьезные отличия. И в первую очередь это то, что у нас в Морганике
отсутствует геноцид зомби. А второе, хочешь убивать и резать, идешь, убиваешь и режешь. Хочешь тупо взять пачку чипсов, бутылку швепса, лечь и лениво пройти по сюжету, пожалуйста. Третье, в проекте в разное время работало непосредственно на продакшене от 2 до 3 человек. Все, что касается геймплейной части, нарратива, здесь автором являюсь я, но я бы не смог бы ничего бы этого сделать, если бы у меня не было в разное время от 2 до 3 консультантов. Ну и в первую очередь, конечно же, вот на сегодняшний день это Матвей Семенович Аничкин, один из моих партнеров. Над проектом мы работаем уже 2 года. Начали мы 14 марта 2021. Ну, исходя из моего опыта, к тому, что я думаю, нужно прибавить еще 50%, соответственно, 1,5 года первый выпуск. Впоследствии каждый выпуск будет занимать от 4 до 6 месяцев. Ну и последнее, это чисто такая житейская мудрость. Рассчитывайте только на себя. Не на своих партнеров, не на своих помощников, компаньонов, друзей, родственников. Это все оставьте в детстве. Iron Team – это визуальная новелла от разработчиков Full Gun и NetPro, а также это совместный проект с волейбольным клубом Iron Wall. В этой игре вам предстоит пройти путь юного спортсмена Владимира Тизарова, который решил стать самым топовым игроком в этом виде спорта. Над проектом трудится команда из 6 человек, игра создавалась с помощью движка RenPy. Идея игры была еще давно, изначально это должен был быть симулятор по волейболу. Потом разработчики рассмотрели такой жанр, как визуальная новелла, и решили попробовать себя в нем. Игры-вдохновители Doki Doki Literature Club, Бесконечное лето. В Iron Team будут несколько различных по смыслу и событиям концовок, по которым, возможно, будут делаться манга, книги, другие по жанру игры. В игре будут 7 дней, но уже с 5-го дня начнется бурное развитие сюжета. В будущем для игры будут выходить обновления, DLC и, возможно, 2-я часть. Вот что разработчик говорит о своем проекте. В игре уже есть система волейбола, где вы сможете ощутить себя, попробовать как в волейболе. Вам предстоит несколько выбор позиций и что сделать с мячом, когда он будет вас лететь. Выбор позиций представлен на экране. Также в игре большинство персонажей сделаны были по реальным прототипам людей. И иногда в некоторых моментах персонажи игры будет разговаривать именно с вами, как с игроком. И как обычно в играх бывает, что есть один антагонист. В нашей игре их будет несколько. Сама игра большинство времени занимает ночное. То есть и сценарий писался ночью, и иногда в процессе кодинга тоже были совершены в ночное время. Чтобы сделать фоны, мы перепробовали много способов. И с фотошопом работали, и с иллюстратором, и используя уже реальные фоны, пытались их как-нибудь сделать в мультяшном стиле. Но у нас не получалось, и выглядело это как-то не особо красиво. И поэтому мы приняли решение делать это через такую нейросеть, которая сейчас приобретает хайп в интернете. Называемая Midjourney. Это та нейросеть, которая в Discord генерирует по описанию картинку. Мы сделали так несколько фонов, которые представлены будут в игре. И вы уже можете посмотреть в ВК. Сама концепция игры, основная концепция, менялась 3 раза. Изначально это была 3D-симулятор волейбола, где вы создаете своего персонажа, как клуб, и играете против других в волейбол. Потом сделали решение, чтобы сделать эту игру в виде визуальной новеллы. И сейчас игра находится на стадии демо-версии, и выходит она 19 февраля. Может, мы выложим беспрайтовую версию раньше на площадках NetPro и VK Play. Red Sun – классическая стратегия реального времени, которая похожа на старые добрые игры от всеми любимой студии Westwood. В эту стратегию вы можете играть без интернета, проходя миссии и ведя свои войска к победе. А также вы можете сразиться с лучшими игроками со всего мира, играя через интернет. Различные виды войск, пехота, танки, системы залпового огня, авиация, супероружие, корабли и подводные лодки позволят вам дать волю вашим тактическим и стратегическим способностям. Разработку игры начинала команда из 3 человек,
На данный момент игру продолжает разрабатывать один человек с помощью движка Adobe Air Starling. За первый месяц игра заработала $100, но впоследствии игра заработала более $50 тысяч. Игра является и хобби, и работой для разработчика, поэтому он постоянно ее улучшает. Совсем недавно были добавлены корабли, но карт, где поиграть на воде, все еще мало. Также идет работа над улучшением ИИ противника. В следующих обновлениях, в связи с невозможностью купить дополнительные стороны расы, разработчик собирается открыть их для игроков, которые находятся на территориях, где Google Market не принимает оплату. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Привет, я разработчик игры Red Sun RTS для мобильных платформ. В нее можно поиграть и на iOS, и на Android, и даже есть версия для ПК. Это стратегия, которая похожа на Command Conquerors, в которой используются механики как той стратегии, так и некоторых других, например, Генерал. В настоящее время в нее играют более 40 тысяч игроков со всего мира. В Hamster and Zombies игроку предстоит провести единственного выжившего хомяка через зараженные ящики зомби-хамстерами. Задача – найти путь на следующий уровень. Иногда для этого достаточно просто продолжить к нему путь, а иногда нужно проявить невиданную хомячью изобретательность. Грызите пол и стены, не грызите зомби-хомяков. Пока что в игре 20 уровней разной сложности, которые нужно пройти. Игру разрабатывает один человек на протяжении 3 лет с помощью движка Construct 2. Дальнейшие планы разработчиков будут зависеть от фидбэка. При положительном отклике в игре будут добавляться различные уровни и враги. Если же игра игрокам не понравится, разработчик планирует перевести свое время на другие проекты. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Геймплей завязан на 2 разных сторонах коробки. Хомяк прогрызает дырку в коробке, попадает на противоположную сторону, где расположение платформ отличается от предыдущего. Тем самым нужно запоминать, как платформа расположена на одной стороне, на другой стороне. И что было интересно в разработке, поскольку это мой первый сольный проект, мне поначалу было интересно абсолютно все. Сначала дизайн каких-то первых уровней, первые попытки нарисовать хомяка в Paint, озвучить его с помощью микрофона и каких-то там подручных средств. А потом уже в процессе расширения игры пришлось смотреть видео National Geographic о жизни хомяка и оттуда уже подбирать графику для более такой тщательной детализации. Whispers of Gold – это приключенческая визуальная новелла в жанре детектива. Вы, Артур, наемник, живущий в средневековом вольном городе. Ваше следующее дело заключается в поиске похищенной дочери аристократа. Приготовьтесь совершить путешествие в удивительный мир снов. Это место, где возможно практически все. К сожалению, главная героиня, молодая девушка по имени Мелроуз, оказалась здесь далеко не по собственной воле. Ваша задача – помочь ей выбраться из этой причудливой вселенной и сделать все возможное, чтобы вернуться домой. Впереди вас ждет множество опасных приключений, условно разделенных на несколько десятков уникальных локаций. Более 40 часов безостановочного геймплея, 45 музыкальных композиций, до мелочей проработанный антураж – все это и многое другое ждет вас внутри. Игру разрабатывает команда из 6 человек. Для написания сценария для игры им понадобилось 9 месяцев. Остальная работа проводилась 5 месяцев с помощью движка RenPy. Бюджет игры составил $100 на оплату слотов в Steam и столько же будет в будущем потрачено на рекламу. Игра создается для получения опыта членами команды разработчиков, а также, чтобы рассказать игрокам интересную историю. Игра выйдет без раннего доступа и будет бесплатна для всех игроков. Дальнейшие планы команды – это создание еще более интересных проектов. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Эта история окунет вас в средневековый фэнтезийный мир, где монстры бывают лишь в сказках, а магия доступна благодаря богам языческого пантеона. Во время прохождения вы будете расследовать дело о пропавшей дочери аристократки, но путь к истине тернист. Вам придется искать улики, взламывать замки, а также сражаться не на жизнь, а на смерть. Что вы выберете? Выполнить поручение и получить достойную награду, или же докопаться до правды?
Ответить на данный вопрос вы сможете в бесплатной визуальной новелле «Шепот золота», а пока вы можете добавить игру в список желаемого в Steam. Follow the Bells — это музыкальная приключенческая игра в жанре ритмик с элементами хоррора. Вы окунетесь в волшебный мир, полный интересных персонажей и музыки. Основа геймплея заключается в квик-тайм-эвентах, а моменты битвы с боссами напоминают игры Guitar Hero и Dance Dance Revolution. Вот что разработчик говорит о своем проекте. Всем привет! Меня зовут Джесс, а это мой друг Рэй. И мы занимаемся разработкой нашей собственной игры под названием Follow the Bells. И позвольте мне начать с сюжета. Нашу главную героиню зовут Джем, и у нее есть плюшевый друг по имени Капикит. Они каждую ночь отправляются на невероятные приключения, погружаясь в мир своих снов. Точнее, снов Джем. Все мы знаем, как сильно реальность и жизненные потрясения могут влиять на то, что нам снится. Однажды красочный мир снов начал искажаться, и причина этому кроется в реальной жизни Джем. Все мы знаем, как сильно реальная жизнь влияет на наши сны, и именно в этом будет заключаться основной сюжет нашей истории. В этой истории мы хотим погрузиться в метафоризм и абстракцию. Именно поэтому мы выбрали сновидение как основной сюжетный элемент. Мы не хотели делать мир магическим, потому что тогда многие элементы бы просто не работали. А вот мир подсознания будет показывать многие детали и внутренние переживания более ярко и даже буквально. На словах будет трудно объяснить весь спектр чувств героев, а вот красочная абстракция сможет передать это просто великолепно. К тому же мир снов крайне хаотичен и внезапен, отчего зритель не заскучает и найдет для себя много интересного. И, конечно же, мы не обойдем тему кошмаров и многого того, что приходит вместе со снами. Мы погрузимся с головой в концепцию и постараемся объяснить это простым языком. Что касается механик, мы решили совместить 3D-платформер ритмик. И все это неспроста, ведь музыка будет играть роль в сюжете. Наша главная героиня немая, поэтому общается при помощи колокольчиков на ее ушах, что является основной механикой. Битвы с боссами состоят из двух этапов. Подготовительного, заключающего в себе ритмик, и основного, который будет больше похож на типичные босс-баттлы в 3D-платформерах. Игра будет разработана в движке Unreal Engine 4. Почему мы выбрали именно этот движок? Игра будет выходить только на ПК и, возможно, на консолях. Мы планируем ее большой и красочной, оттого она слишком сложна для оптимизации под мобилки, а многие механики и функции пришлось бы урезать, чего мы не хотим. На данный момент игра находится на этапе разработки, потому мы не можем дать точной даты релиза. Сейчас мы прорабатываем историю и пишем сценарий. Как только мы убедимся в том, что она работает, запоминается и не имеет сюжетных дыр, мы перейдем непосредственно к технической разработке. Таким образом, мы не будем отвлекаться на удаление сцен и переписку сюжета во время технической части. Это был экспериментальный выпуск. Пишите в комментариях свое мнение о таком формате. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. В телеграм-канале пишите о проектах, которые вам интересны.